В этом выпуске вас ждут новости зарубежки, новости отечественных издателей, там много интересных предзаказов, а еще будут околоигровые новости, и, конечно же, от Александра Кикстартовича будут кики и геймфаунды. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media, погнали с зарубежечки. В игре Stupor Mundi вы выступаете в роли одного из вассалов Фредериха II. Вы призываете союзников со всего Средиземноморья, строите сооружения в своем замке, причем именно физически, то есть вы будете там стены кусочками строить, будете внутренние стены кусочками строить, и будете продвигать специалистов для улучшения своего королевства. Вы будете улучшать замки, чтобы повышать свои шансы на победу, башни вмещают больше дополнительных союзников, стены хранят больше ресурсов, а донжоны помогают управлять картами действий. Всем этим управляет карточный движок, который позволяет вам выполнять различные действия, как это нередко бывает в евроиграх. А параллельно вы будете запускать эдикты, которые будут действовать на дворец самого Фредериха. И тем самым вы будете выбирать условия получения победных очков для всех в партии, а также то, какие бонусы они будут получать от своих союзников. Настольная игра Аяр от Фабио Лапиано своей коробкой похожа на Мерв. И это уже второй выпуск подряд, когда у нас есть коробка, похожая на Мерв. Это игра про историю зарождения цивилизации инков. В течение 4 игровых раундов вы будете помогать аярам в их путешествии в Тиуанако де Куско. И одновременно вы будете развивать навыки ткачества, гончарного дела, связывания тростника и террасного земледелия. За каждое из этих умений вы сможете получать очки, угождая солнцу, и в конце каждого дня наступать будет ночь, и один из аяров будет превращаться в камень и исчезать. Именно ночью вы будете получать очки за то, что угодили Луне. Очки для этих богов считаются отдельно, то есть для бога Солнца и для бога Луны. И в конце игры, когда в путешествии останется только один аяр, ваш итоговый результат будет равен наименьшему из двух этих показателей – очков Солнца или Луны. Победит игрок с наивысшим итоговым счетом наименьших очков. Звучит интересненько. Настольная игра Take Time — это такая кооперативная совместная головоломка, в которой игроки вместе проходят различные испытания, и проигрывают или выигрывают вместе. Чтобы добиться успеха, необходимо стратегически разыграть 12 карт рубашкой вверх вокруг специального циферблата часов. И этих циферблатов там целая пачка, прямо они дают разные испытания. При этом у каждого из них будут свои правила, и в игре всего 40 испытаний возрастающей сложности. И в каждом новом испытании у вас еще будут новые правила. Новые уровни у вас запечатаны в конвертике. Начинайте вы с самого простого из серии разложить ваши карты по возрастанию и с соблюдением цветовых параметров. Скоро выйдет игра по классическому роману Жюля Верна «20 тысяч лье под водой», и там вы будете в роли экипажа капитана Немо в течение 16 одновременных ходов зарисовывать себе планшетики. Для того, чтобы знать, что рисовать, вы будете выбирать себе персонажей с общего рынка в закрытую, но если выбрали одинаковых, то вас ждет штраф. При этом еще карты все будут двухсторонние, и этим они обозначают возможность действий как под водой, так и на поверхности. И еще одна игра про путешествия, в этот раз для одного игрока, называется Адам Мастер. И это игра на менеджмент карты, управление выложенными картами на стол. Она будет построена вокруг многофункциональности карт, и в ней будет сюжетный режим. События будут запускаться при сочетании различных иконок и будут давать вам различные испытания, а иногда и награды. В процессе будут накапливаться карты травм, и вам нужно будет пройти свое путешествие, постараться, или начинать все сначала. Новая часть Эверделла, и это снова будет отдельная игра, а не продолжение предыдущей. И она скоро выйдет на Kickstarter, называться будет Эмерленд. И она отправит вас в джунгли. Нам предстоит, как обычно, послать своих рабочих в разные места игрового поля на добычу ресурсов, чтобы за них покупать карты и строить свой город. Из нововведений теперь будет исследование руин и двусторонние карты. То есть, если у нас раньше были карты с рубашкой, то теперь с обеих сторон будет что-то полезное. А еще на мипов будут надеваться шляпы, ведь вы сами прекрасно знаете, что нельзя отправляться на исследование руин в джунглях, если у вас нет шляпы и хлыста. Художницей в этот раз, кстати, у игры будет Лина Казет, и она иллюстрировала, например, «Лес сказок», «Санторини» и «Брас». Переходим к околоигровым новостям. Закрылось канадское издательство Тритон Нуар. Оно наиболее известно играми V-Commandos, которая стала позже V-Sabotage, и Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Основатель компании Тибо де Латуан связал закрытие с уязвимостью индустрии настольных игр, неожиданно взлетевшими издержками на доставку во время пандемии и сложностями выделиться на перенасыщенном рынке, где ежегодно выходит 1000 игр. Однако, если посмотреть все, что происходило с компанией, то есть с издательством, то у них уже давно были проблемы. И фактически они симметричны проблемам, которые были у Mythic Games. Поэтому, если вы откладывали приобретение игр, вот те, которые видите на картинке, сейчас самое время их взять, не факт, что они в ближайшее время будут кем-то перепечатаны. Ну и эпопея с Симон тоже продолжается, но они хотя бы стараются что-то сделать, и это не может не радовать. На прошлой неделе они продали свою штаб-квартиру в попытке справиться с крупными убытками и теперь взимают дополнительную плату с некоторых клиентов, которые оформили у них Kickstarter или предзаказы.
Все это, чтобы покрыть таможенные пошлины, которые компания вроде как не может взять на себя из-за нынешнего финансового положения. Ну почему вроде как? Так и не может взять денег, у них нет. Суммы, которые они просят с клиентов, не то что прям большие, там в районе пары долларов, но раздражение у клиентов, разумеется, вызывают. В официальном заявлении Симон признали, что понимают раздражение клиентов из-за этих дополнительных сборов, но отмечают, что покрывают только небольшую часть затрат на пошлины, которые в текущей финансовой ситуации не способны оплатить сами. Компания также рассказала про то, что замедление выполнения заказов влечет число роста запросов на возврат средств и дефицит ресурсов, что создает обратный эффект и, соответственно, увеличивает сроки выполнения заказов. Это такой замкнутый круг. Чем медленнее выполняют заказы, тем больше возвратов и наоборот. Сейчас у Симон еще есть 8 незавершенных краудфандинговых проектов, которые собрали в общей сложности 18 миллионов долларов. И они еще не доставлены тем, кто их заказал. Девятая компания The Genesis Clan Wars была отменена в июле после конфликта с содержателем прав. Но вообще есть интересный факт. Именно игра от издательства Симон пробила дорогу дорогим настолкам на Kickstarter и фактически зародила тренд на мини-гробы. Но с моей точки зрения, компании, которые идут в кик с такими проектами из раза в раз, всегда напоминали финансовые пирамиды. На самом же Kickstarter, кстати, тоже весело. Союз сотрудников Kickstarter в четверг начал забастовку после срыва переговоров о новом контракте. Предыдущий трехлетний договор истек в июле, а переговоры о новом начались уже в апреле. Основные требования, согласно профсоюзу, включают сохранение 32-часовой рабочей недели из 4 дней, они уже действовали, эти правила, 3 года, и установление зарплаты в рамках прожиточного минимума Нью-Йорка на уровне приблизительно 85 тысяч долларов. Сама компания Kickstarter же хочет иметь возможность вернуться к 5-дневной рабочей неделе в будущем и, конечно же, не согласилась на увеличение зарплаты. Профсоюз проголосовал за забастовку еще 26 сентября, и на данный момент Kickstarter продолжает работу, но без бастующих сотрудников. Будем следить за развитием событий. А вот с новостями игр на Kickstarter и на том же самом GameFound вас познакомит Александр Кикстартович. Сань, тебе слово. Всем привет! Сегодня получится достаточно большое количество проектов, но я постараюсь кратенько, ибо Legion Remix стартовал и персы сами себя не прокачают. И начнем мы с кика, где идут сборы на дополнение к Темной башне. Будет ли это дополнение на русском, пока неизвестно. Так что, если что, вписывайтесь на свой страх и риск. Новое дополнение расширяет игру в офлайне, вводя новые артефакты и героев. Но вся его соль в экспедиции, как, собственно, дополнение и называется. Это дополнение позволит неплохо нарастить сложность игры за счет определенных аффиксов в стиле «нельзя снимать коррупцию со святилищ», ну и так далее. Но вместе с этим у вас появится дополнительное поле, по которому вы сможете перемещать маркер и получать различные плюшки. Но есть нюанс. Чтобы двигаться, вам нужны ресурсы. И во время основной игры, когда вы будете получать ресурсы, артефакты, заклинания и так далее, вы должны будете решать, как их распределять. Оставить себе или перекинуть часть в экспедицию. И тут нужно будет думать дважды. Двигаться по треку экспедиции вы тоже сможете далеко не всегда. Но он очень хорошо решает проблему оставшихся очков передвижения, которые можно сливать именно на нее. Как только экспедиция завершается, вы получаете все, что собрали. Распределяете между игроками и с новыми силами можете отправляться в новую экспедицию. В это же время добытые бонусы очень хорошо вам помогают на основном поле. Мне понравилось, как авторы интегрировали мини-игру в базу. При этом оно не выглядит вырожденным, и все это смотрится как единое целое. Если у вас чего-то не хватает из вышедших допов, то вы без проблем сможете добрать это в рамках кампании. Я бы рекомендовал присмотреться к Акрилу, он очень крут, и к Плеймату. Не так много игр, где Плеймат очень хорошо вписывается, но это опять же, если у вас этого нет. Ну а мы едем дальше. Thunderworks мы по большей части знаем из-за вселенной Улоса. Это та, где ролплеер, РПА, картографы, локап и так далее. Но и за пределами этого мира у них есть игры, и Ten Pen Parks это одна из них. Она вышла в 2022 году, и это произошло очень тихо. Сейчас ребята вышли на кик с допами, и это отличный повод посмотреть на проект. А там есть на что смотреть. В первую очередь на отличную работу Винсана Дютре. Ну а во-вторых, это неплохой паркобилдер с полимино и вращающейся каруселью. В ходе игры вы будете развивать свой парк, строя новые аттракционы, раскидывая их по всему парку, соблюдая ограничения. Иногда рубить деревья, иногда собирать бонусы. А в случае с допами, с учетом расширения парка, у вас еще и ограничения будут в стиле
Здесь только аттракционы, посвященные Дикому Западу, строить можно. Но вся соль все же в карусели. Вокруг карусели сформирован рынок, и цены определяет тот, кто крутит карусель. Вернее, скидки и накидки на базовые стоимости карт. И вы однозначно будете хотеть быть первым игроком, ведь именно он ей рулит. Побеждает, как принято, тот, у кого больше победных очков. А во всей игре будет всего 5 раундов, что займет, дай бог, часа полтора. Дополнение добавляет приятную изюминку, но я не скажу, что без них нельзя. Вот если вам захочется больше, даже не взаимодействия, а эдакого чувства гонки по трекам, то дополнение инновация дает его с лихвой. Просто красиво, иногда мозголомно, в общем, то, что нужно. Продолжая историю с допами, идем на GameFound, где Caprizen бахнули Big Box. Я скажу так, наконец-то! Раньше хранить ее было просто невозможно. Разноразмерные коробки, количество которых не сократишь, ибо компонентов внутри вагон. Особенно если у вас есть все возможные допы. Для владельцев игры все еще более-менее по-божески, всего 200 баксов за деревянную коробку. И да, игра и раньше не особо транспортабельной была, а теперь так тем более. Но помимо коробки вы получите набор стрейчей. Соло-мод, который тут прям настоящим называют. И все. Честно, я не знаю, что там в соло-моде, я не играю соло. Но все остальное, по идее, у вас уже есть. Если нет, то соболезную, ибо игра, еще раз повторю, очень дорогая. А для любителей алынов готовьте 500 баксов без учета доставки. Правда, до ТМБ с $1000 она все еще не дотягивает. Ну что же в ней такого за эти деньги? А все просто. Перед нами эдакий классический 4Х, сдобренные различными заданиями, выполнение которых будет давать хорошие бонусы, но вместе с этим это кооперативный 4Х, без шуток. Там, где вы раньше месили друг друга, теперь вы будете помогать. Но ведь 4Х, скажете вы. И да, тут есть кого валить, и это 2 автомы, которые обязательны в игре, и ровно из-за них игра кооперативная. Тут вы можете сказать, что в стиле можно было ограничиться и одной автомой, и будете отчасти правы. Правда, местные автомы месят не только игроков, но и друг друга, а сама игра все еще остается игрой на победные очки. И игроки проигрывают, если не будут помогать друг другу в этой гонке ПО, так как если автомы наберут больше, чем хотя бы один игрок, игроки проиграют. А Uprising — это очень необычный опыт, который на столе смотрится и играется шикарно. И да, если вы любите 4Х, то однозначно к ней нужно присмотреться. На русском мы ее, скорее всего, не увидим. Стоимость у игры космическая, и все из-за тонны акрила. А без него потерялось бы очень много. И с допами мы наконец закончили, но не с GameFound. Про карточных героев я решил не рассказывать. Архоны запилили свою мотыгу и доят фанатов как могут, а вот про Берсерка от монолитов не рассказать нельзя. Легенда пришла к нам на столы, и это вкусно. Многие знают о приключениях Гатса, и если нет, вперед на YouTube, там такая хтонь творится, что последователи Лавкрафта обзавидуются. Ну да ладно, Берсерк — это настольная игра, в которой будет несколько режимов, но вся разница между ними по большей части в цели. Нас ждет босс-баттл, выживание, побег, спасение, и все это по факту типа доступных сценариев, которые можно проходить ваншотами, но кампанию никто не отменял. И там игра раскроется явно лучше за счет апгрейдов. Если вы знакомы со вселенной, то знаете, что все там делается через «не могу» и до изнеможения. И здесь будет ровно так же. У вас будет набор карт, от которых вы будете плясать. Карты дают различные действия и ресурсы. Разыгрывая карты, вы копите ресурсы, и под ресурсами мы понимаем примерно все, что есть в игре. Защита, передвижение, полкубов для атаки, эффекты, доступные действия. Но за все нужно платить. Разыграв одну карту, можно ничего не платить. Но насколько это эффективно? А разыграв 2 карты, вы уже начинаете накапливать усталость. Но эффективность действий растет. А если 3 карты, там еще больше плюшек и крутые комбо. Но после этого вас замучит отдышка. Усталость — это очень ценный ресурс, с которым нужно быть очень аккуратным, так как чем больше вы устаете, тем более бесполезным вы будете. Меньше защиты, меньше движений, меньше урона, а в конце вы просто свалитесь без сил.
Это в стиле монолитов. В других их играх делали похожим образом, но я не помню, чтобы это доводило до потери сознания персонажа. В игре вагон фан-сервиса. Там и Гриффит, и Ганишка, и Зод, каску тоже запилили. Но не как игрового персонажа, а вот это обидно. Я уверен, что кроме фан-сервиса и игра внутри действует. Это не Steam Forged Games, но кого-то может смутить один нюанс. В игре всегда минимум 3 персонажа, так что эдакого true соло тут даже не стоит ждать. Да, и в принципе вдвоем там не то чтобы особо комфортно некоторым играть будет. С другой стороны, мы в Зомбицид играли вдвоем, управляя по 3 персонажа, ничего не умерли, и люди продолжают так играть. Ничего страшного. Ну, посмотрим. Стрейчей ждать не стоит, Гриффита тоже в коробку не положили, его докупать отдельно нужно, возможно еще что-то будет в период плэш-менеджера, но пока игра выглядит уж больно дешевой за то количество компонентов, что положили в 2 коробки. Короче, я слюни подобрал, едем дальше. Последняя компания меня положила на лопатки. При беглом осмотре я хотел ее скипнуть, так как нам предлагают босс-баттлер, где боссов не завезли. Ну, то есть мы берем условный Primal, там в базе около 13 боссов, в верной клятве, где под 20 боссов в базе. Даже в конце вечности, который стоит фиг да нифига, 4 босса, а с допами там больше. А что у нас в Battleforge Berserker? В базе 3 босса. Ок. 1 бонусом, и это все. Я, конечно, понимаю, что игру делают те же люди, которые сделали Друнагор, и там они все увели в допы, за счет чего цена стала просто невменяемой. Тут они, по сути, делают то же самое, и за $325 они нам на текущий момент предлагают 3 боссов в базе, бонусом 1, и в допах еще горсть. Короче, там пока и десятки не набралось. Но как же сильно я переобулся, увидев геймплей. Это круто, действительно круто. Нас ждет босс-баттлер на ронделе. Все, что вы делаете, будет завязано на нем. От того, как вы распределите по ронделю кубы, будут зависеть сила действий. И не важно, что это будет атака, защита. Вы будете подстраивать своего героя под ту игру, которую хотите. Хотите танчить, не проблема, местная система действий позволит вам накинуть дополнительные щиты чуть ли не на каждое свое действие. И вы станете бронемобилем. Атаковать аналогично, с саппортами беда. Но где увидели у викингов нормальных саппортов? А дальше веселее, за убийство вы будете получать опыт и рано или поздно станете берсерком. И в зависимости от выбранного аспекта геймплей неплохо так изменится. При этом комбинации могут быть очень дикими. Что-нибудь в стиле я танк, но с аспектом волка. И когда войду в раш, то мало того, что буду много впитывать, так еще и дэмажить буду не слабо. В медведе наоборот. Больше впитывается урон. Орел позволит хилить, ну и так далее. Сделано это элегантно и просто. Боссы здесь тоже не пальцем сделаны, и против них нужно будет подбирать ключики. Мы будем разбирать их руны, и для этого нужно будет атаковать с разных сторон, как и принято в босс-баттлерах, но при этом у каждой руны своя особенность. Компании я здесь не углядел, набор сценариев да, в рамках которых мы будем получать неплохой челлендж даже с одним и тем же боссом. Я все еще не негодую по поводу цены, но пластика, карт, жетонов и всего остального там много. Качество миник, скорее всего, тоже будет на высоте. Возможно, я даже придушу свою жабу и вкину денег, но сделаю я это не ради миник, а ради геймплея, потому что босс-баттлер на ронделе, блин, это что-то новое, это что-то необычное, это надо пробовать. И это все на сегодня. Всем спасибо. Юра, тебе слово. Спасибо, Сань, как всегда было интересно. А я хотел поблагодарить всех тех, кто поддерживает канал Geek Media на Boosty. И, ребят, для тех, кто не в курсе, у нас открылась специальная акция. Можно взять себе пробную подписку на Boosty, посмотреть, что там как происходит, зайти в чатик, полистать его, посмотреть там все, в принципе, закадровые материалы, все наши обзоры в виде первых впечатлений, которые эксклюзивы для Boosty, другие эксклюзивы для Boosty в виде там закадров, всего остального. Короче, там куча всего, включая там записи стримов, причем очень старые, в том числе, которые не выходили на YouTube. Много всего. Все это можно посмотреть абсолютно бесплатно. Заходите, присоединяйтесь. Если захотите, останетесь, и мы будем вам рады. А мы переходим к нашим. Фабрика игр открыла предзаказ на настольную игру Телетум от известного дуэта итальянских геймдизайнеров. В этой игре с оригинальной механикой разбора кубов вы станете купцами эпохи Возрождения. Вы будете путешествовать по Европе, прям буквально ходить по карте, строить свои торговые дома и вкладываться в сооружение соборов. В игре можно творить крутые цепочки и камбушечки, при этом хорошо ощущается кризисность ресурсов и действий. Обзор на канале у нас уже вышел, кстати.
А еще с ней сразу можно взять доп. У издательства без названия открылся предзаказ на настольную игру «Железные дороги Утерянного Атласа». И тоже с дополнением. Это первая локализация игры серии 18XX на русском языке. Подробный обзор, в том числе с рассказом о том, что это за серия, есть у нас на канале. У лавки игр открылся предзаказ на настольную игру «Мировой порядок». Это игра от создателей «Гегемонии», тоже с асимметричными фракциями, но не такими асимметричными, как «Гегемонии». В ходе игры вы будете представлять Россию, Китай, США или Евросоюз и будете разыгрывать карты, чтобы выполнять действия и пытаться нарастить свое влияние в различных регионах Земли, как военное, так и дипломатическое. На предзаказе игра также с допом, и также есть обзор у нас на канале. На Крауд Репаблике стартовал предзаказ на игру «Криптиды» в поисках мифических существ. Не криптиды в поисках, а криптиды. В поисках. Это игра с полимино, при этом все компоненты в ней полиминошные магнитные, и в ней вы будете строить заповедник для криптидов, а еще, конечно же, искать их по миру и переселять в свой заповедник. Обзор на канале. У Гаги открылся предзаказ на настольную игру «Зодчие волшебной долины». Это такая необычная семейная стратегия, в которой с помощью розыгрыша карт вы будете добавлять новые этажи в постройки в лесу и создавать такой трехмерный панда-городок у себя на столе. У построек есть свои особые свойства, эффекты, и грамотное использование этих эффектов поможет вам победить. На эту игру обзор у нас нет, ребят. Но зато есть обзор на игру «За корону». Это игра, которая у Crowd Games вышла без всяких предзаказов. Это конфликтная игра на механике декбилдинга, где вы все вместе строите одну колоду. Представляете себе такое, да? Можете представить? Но при этом каждый из нее будет разыгрывать свои карты и делает ими либо хорошо себе, либо плохо оппоненту или даже оппонентам. Как в общей колоде узнать свои карты, вы сможете разобраться, если посмотрите наш обзор прямо вот здесь. Ну а также посмотрите вот этот обзорчик, раз уж предзаказ начался. И это все, что я вам сегодня хотел рассказать. С вами был Юра. Вы смотрели Geek Media. Всем пока.